Близзарды такие смотрят на успех Marvel Rivals и думают: блин, что же мы сделали не так? В какой момент свернули куда-то не туда? Marvel Rivals — это та игра, которая не блещет чем-то уникальным, но цепляет. Рецепт простой. Командные битвы с очень знакомыми и желательно еще привлекательными персонажами. Далее продаем симпотные шкурки, невзначай детализируем некоторые тела, намекая на очень жестокое противостояние черно-оранжевого фан-сервиса. いい子だ。はい。武器は持ってないようだな。Сравнение мы делать с Overwatch, конечно же, будем. Не то, в каком он сейчас состоянии находится, это забейте. Дед забыл выпить таблетки. Но пройдемся по Марвелу жестко и без маски. Хотя игрушка неплохая, чуть позже поймете почему. Ни для кого не секрет, что Marvel Rivals, я не скажу, что вдохновлялись. Они взяли копирку и прошлись абсолютно по каждому аспекту игры, не добавив практически ничего уникального. А наоборот смогли даже по всем тем же аспектам не то что обосраться, но точно не шагнуть вперед. И это сработало. Режим игры. Их всего лишь 2 штука. Захват точки с дальнейшим ее удержанием и сопровождение статуй. В паблике есть еще обычный дэтматч, но мы его не рассматриваем. И на этом закончили. Я думаю, в будущем будет что-то добавляться, но как-то скудно, ребятки. В матче принимают участие 12 игроков, 6 на 6. Классы ничем не отличаются от Overwatch. Танки, дамагеры и саппорты. Только здесь их кличут стратегами. Наверное, чтоб не так было обидно и понимали важность данного класса. 90% персонажей полностью слизаны с Overwatch. Я имею в виду их способности и даже некие визуальные схожести. Но в защиту Марвела я скажу, что действительно каждый супергерой подходит под его назначение. Что уникально то, что у многих персонажей есть какие-то синхронизации с другими персонажами, из-за чего мы получаем иногда даже какие-то имбовые обилки. Если вы не играли в Overwatch или не слышали, что странно, камон, ребят, в каком мире вы живете? Можно и мне туда. Хотя на кое-каких 18+ сайтецких вы могли повстречать весь женский состав персонажей, даже мужских. Это мне друг сказал. Вот вам Сигма из Overwatch, а вот Магнетта из Марвела, Дива и Пенни Паркер, Винстон и Халк, Роковая Вдова и Черная Вдова, Трейсер и Звездный Лорд, Шрек и Осел. И так, по сути, почти по каждому персонажу, но главное их отличие — это шкурки. Помните, с чего начинал Overwatch и на чем держалась вся фан-база? Ребятки из NetEase Games, недолго думая, прикинули все за и против, узнали причину тряски, Overwatch в говне, давайте возьмем все их самые лучшие стороны и дадим не менее популярным персонажам комиксов. И как вы могли увидеть по онлайну, это сработало. Если игра неплохо играется, плюс знакомые персонажи еще с хорошими формами, то, что сделали Ctrl-C, Ctrl-V, отходит на задний план и достанут только в самом худшем сценарии. Но все становится на свои места, когда мы узнаем, кто такие NetEase. NetEase разрабатывает и в то же время издает как ПК-игры, так и мобильные. Если вы игрок, то многие игрушки вам будут знакомы, но до ухода Blizzard из Китая именно NetEase издавали их игры. И теперь понятно, откуда растут ноги. Хотя вроде как Blizzard снова вернулись на китайский рынок, но это уже совсем другая история. Все замещения, которые могли выйти, вышли. Давайте поговорим о проблемах игры и ее однотипности. То, что я говорил ранее, очень мало режимов. Да и по сути самих карт не так-то и много. Ты буквально за 10 игровых часов привыкаешь ко всему. И тебе порой кажется, что тебя уже нечем удивить. А все потому, что как раз таки эти 10 часов будто бы проходят по одному и тому же сценарию. Прибегают 2 команды на точку, сражаются за нее. Та команда, которая побеждает в первом файте, удерживает ее ровно до 99%. Включается дополнительное время, и тут уже решается фактический победитель. Другие сценарии, когда вы играете в перебрасывание процентов удержания точки, происходит крайне редко, но при достижении хотя бы серебра в соревновательном режиме где-то, видимо, переключается рычаг и становится чуточку интереснее играть из-за случайных событий.
Я скорее всего ошибаюсь, но выдвину вот такую вот теорию. Кто играл, вы по-любому обратили внимание, насколько быстро находится матч, причем даже рейтинговый. Я не совру, если скажу секунда, максимум 2. Будто бы подбор происходит в порядке очереди. Ведь даже играя на бронзе, со мной попадало золото. Кстати, после последних патчей это вроде как пофиксили. И я не думаю, что здесь проблема в количестве игроков. Нет, онлайн большой. Так как это Unreal Engine 5, наверное, просто забыли включить подбор игроков по его скиллу. Пример со Сталкером 2 и Alive 2.0, я думаю, вам будет достаточный. Не отходя от кассы, и раз уж мы затронули соревновательный режим, я не могу не отметить очень странное решение со стороны разработчиков. Не добавить поиск по ролям в конце 2024 года. Вы типа серьезно надеетесь на ответственность игроков, что якобы все 6 человек не возьмут одних керри? Вы, наверное, удивитесь, но они были правы. За свое небольшое количество часиков, проведенное в этой игре, были только 2 случая, когда 5 игроков брали одних керри. Я ни в коем случае не утверждаю, что вот, все молодцы. Просто воспринимайте как мой личный опыт. Хотя вот я играл последние матчи, происходит уже кое-что другое. Мы бегаем, стреляемся, немножко проигрываем. Чел, который играл на саппорте, резко берет керри. Собственно, мне приходится из танка превращаться в саппорта и теперь как-то пытаться отхиливать, выигрывать, я не знаю. Такое уже было 2 раза где-то из 6-7 матчей. Но факта неналичия такой простой и в то же время полезной функции не отменяет. Засранцы такие. И еще мне не понравилось, что рейтинговые матчи будто бы просто ради галочки. Абсолютно все начинают с 3-й бронзы. Мне такой подход не нравится, слишком казуальным ощущается. Ты не чувствуешь, что это какой-то компетитив, где нужно рвать жопу за каждую победу. Ведь даже после вылета из игры, на минуточку я напоминаю, это Unreal Engine 5. Для того, чтобы переподключиться, потребуется просмотреть кучу заставок, и естественно никакая пауза не ставится. Сдаться нельзя, хотя кнопка такая присутствует. Вполне возможно, что это коснется только 1-го сезона. Если так, то окей. Ну и конечно же, не ожидая от китайцев такой подставы, хотя тут скорее всего Marvel впряглись, в РФ игрушка недоступна. И плюс ближайший сервер находится аж во Франкфурте. То бишь средний пинг 65-70, иногда поднимается даже до 90, а то и 100. И наконец поднасрал мне мой любимый Unreal Engine 5. Вы скорее всего со мной не согласитесь, напишите, что у вас все отлично, но можете загуглить и почитать, насколько часто у ребят вылетает на этом движке. Проблема массовая и фиксить ее пока не планируют. Подытожив, я могу вам порекомендовать залететь в Marvel Rivals, особенно если компания друзей. Я думаю, пофаниться можно знатно. Скорее всего, она вас надолго не затянет, потому что она требует постоянной подпитки контента, либо более серьезного компетитива. За фигурки отдельный лайк. Такое в наше время не часто увидишь, но уже наконец-то начинает просыпаться. Видимо, приходит понимание того, что нашим глазам приятно смотреть на что-то завораживающее. Даже если не обращая внимания, периферийное зрение подмечает такие моменты. Как-то так. С вами был Мистер Кабан. Встретимся.